Всем привет, народ! Сегодня будем разговаривать о телеграм-боте Headcoin. Вроде бы недавно у нас выходил ролик по Headcoin, но они тут внезапно, как из ружья, выстрелили информацией, которая ошарашила меня, по крайней мере. Напишите в комментариях, вы ошарашены этой информацией или нет. Смотрите, в чем ситуация, которая у нас произошла. Они тут вроде нам описывают токеномику, рассказывают о том, что скоро вот у нас выйдет тот самый маркет, который они обещали. Приглашают всех в закрытый телеграм-канал, в закрытый чат, точнее, в котором они будут обсуждать, создают DAO, в котором они будут обсуждать с комьюнити. Комьюнити будет принимать решения по поводу развития проекта. И вроде бы как бы все плавненько, медленно и непонятно, когда у нас все-таки будет дроп, да, когда появится этот маркет. И тут резко, получается, 30 апреля, как из ружья, вылетает пост. Листинг date, получается, даты листинга с 10 по 20 мая. Просто у нас здесь остается буквально 2-3 недели, и у нас листинг токена Headcoin на биржах, получается, будет листинг уже. И мы должны получить до этого еще числа, получается, airdrop с вами. То есть как-то внезапно, ни с того ни с сего. Почему? Смотрите, у нас предыдущий ролик по бомбе рассказывает о том, что бомбе планирует тоже 21 мая 2025 года листинг на биржах. И Headcoin у нас резко вылетает с новостями о том, что с 10 по 20 мая они планируют листинг на биржах. Возможно, разработчики тапалок, не все они там простые такие люди, да, возможно, они следят за какими-то новостями, возможно, у них есть какие-то люди, уши, глаза, да, там где-то в каких-то там компаниях, не знаю, может быть, даже где-то в администрации президента Трампа, может быть, в каких-то других, на биржах, допустим, есть какие-то подвязки, вот, и они владеют какой-то информацией. Почему такой резкий скачок? Возможно, в числах вот именно 10 там, по 20 мая, да, будет происходить что-то. Что-то будет происходить, что даст толчок, булран большой, да, там, и получается бычий цикл у нас начнется, альтсезон какой-то, да, там, гигантские зеленые свечки, и вот они все массово пытаются сейчас резко выскочить в этот промежуток времени на листинг, потому что от Headcoin не ожидалось вообще этого листинга, то есть никакой информации подобной не было. Понятное дело, бомбе. Они планировали как бы листинг, но не было никаких определенных дат по их листингу. Они тянули резину. И тоже вот буквально 1 мая они выстреливают пост о том, что остается 20 дней до листинга. Все, они готовы, 21 мая. Получается, и тут же Headcoin, он предыдущим днем, за день до этого, да, 30 апреля, выстреливает тоже постом о том, что листинг планируется с 10 по 20 мая. Значит, что-то у нас будет в это время происходить. Возможно, для тех, кто там занимается торговлей на криптовалютных биржах, на фьючерсах там, и тому подобное, возьмите себе на заметочку. Ни в коем случае не финансовый совет, это просто мое там предположение, почему у нас так массово они вот вдвоем пытаются выскочить на листинг. Вот, и в итоге ожидаем 10-20 мая листинг на биржах. Что они говорят? Также они перед этим собираются запустить тот самый маркет, который они нам давно обещали. То есть, как они сказали, работы ведутся, уже все готово почти, вот-вот уже выйдет. Но если они планируют все-таки выходить с 10 по 20, то тут 2 недели, а как же потестить там маркет, да, как же все это посмотреть, попродавать, грубо говоря, попытаться там сформировать какой-то рынок, попытаться там немножечко заработать. Мы тут сразу резко получаем свои токены, и вот это вот немножечко пугает, для чего мы тогда все эти NFT-шки, скины собирали. Сейчас получат все свои токены на листинге, все их сольют в стакан, и загнется этот телеграм-бот, и не было смысла никакого в этих NFT. Но с другой стороны, возможно, у них есть какой-то там секретный план. То есть сейчас вывести токен на бирже, да, там люди его вольют в стакан, получается, они его откупят, и начнется гигантская торговля на этом самом маркете, да, за этот токен, который у них будет, Head там называться, он как-то, не знаю, как он будет называться, и получается, народ побежит обратно закупать все это дело. Возможно, это и есть их хитроумный план. Только я не понимаю, для чего было все это придумывать, но, возможно, вот они будут откупать свой токен и резко потом попадут как-то в свой этот рынок. Я пока не понимаю, как будет все это происходить. Но, по крайней мере, сейчас в Telegram-боте у нас ничего не происходит. Ничего такого нету, кнопка airdrop, она осталась та же самая.
Здесь ничего не появилось, никаких там клеймов, да, никаких дополнительных критериев для получения дропа. Как он и был у нас, вот этот изначально прибыль в час монет, количество алмазов, количество монет общее добытое, да, там, активности в игре, количество приглашенных друзей и количество разных NFT. То есть здесь ничего не изменилось. Как у нас колесо фармило, так и фармит, да, ключики наши, вроде бы пока все спокойно, кнопки маркета нету. Ну, насколько это актуальная вообще информация, если мы перейдем в шоп, то здесь в шопе тоже ничего такого сверхъестественного не произошло. Меня смущают вот эти вот самые сундучки, в которых мы набираем вот эти самые алмазики. Насколько они нам пригодятся, эти алмазы для будущего аирдропа, насколько пригодится вот этот вот рейтинг в этих самых звездочках для будущего аирдропа, для чего вообще все это было придумано, если они убрали отсюда USDT-шки. И нужно ли будет это нам вообще для дропа? Нужна какая-то конкретная информация, какие-то критерии, что нам нужно делать, за что мы все-таки получим те самые токены. Есть у нас все-таки токеномика распределения этих токенов, и мы здесь с вами получаем всего два аирдропа. Первый аирдроп и второй аирдроп. И вот этот первый аирдроп у нас планируется в датах с 10 по 20 мая 2025 года. Получается. А второй дроп мы получим, не знаем пока. Пока нет никаких новостей, когда мы его будем получать. И вот, возможно, это та самая возможность как раз в эти промежутки времени, в межсезонье, образно говоря, потестить тот самый маркет, попробовать, как это все будет работать, как все это будет происходить. Так что вот такие вот новости. Ждем, получается, дропа. Ждем какой-то информации, ждем каких-то критериев или ждем каких-то кнопочек там клейма, не знаю, там конвертации и тому подобное. И вообще новостей от Telegram-бота Headcoin, как мы будем все это получать, как нам это будет все начисляться и кто сколько получит. Что я могу сказать по своему аккаунту, да, я в крайней лиге нахожусь в Sharp Akula, да, 9 из 9. Доход у меня в час 1 миллион там 230 тысяч получается. Ничего такого сверхъестественного. Здесь место я там занимаю не особо большое. По NFT-шечкам алмазов у меня 5000 образно. И тут количество общее, не знаю, вот у меня 106 из 131 забитыми, получается, я нашел 106 видов из 131 видов всех вот этих скинов, получается, не нашел буквально там 25. И самые такие, которые у меня есть, мощные, это вот Rage, получается, редкие NFT-шечки. Редкие скины, точнее. Эпика, по-моему, у меня там несколько всего штучек. Легенды я никакие не находил. Продавал я изначально Uncommon, Common вот этих. Сейчас перестал, потому что они нам обещали все равно скрещивание этих NFT-шечек в более редкие. Так что я не стал на все это как бы продавать, оставил себе для того, чтобы попробовать все вот эти новые функции. Что касается остальных всех параметров, то приглашенных друзей 55 всего, то есть, не знаю, насколько много за это насыпят, и все, по сути, больше у нас никаких критериев нету. Вот такие вот сегодня были новости, ожидаем каких-то новостей по поводу дропа ТГЕ и тому подобное, буду у себя в телеграм-канале об этом вещать, но вам крайне не советую играть в подобные телеграм-боты, тратить время свое, деньги тем более сюда вносить, потратьте лучше на свою жизнь, своих близких, друзей, родных, все это время, деньги потратьте на себя любимых, а не давайте заработать на вас вот в подобных телеграм-ботов. Я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.